Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий. Сегодня хочу снять полезное видео для ирпенчан и интересное для всех остальных. Ирпень достаточно большой и красивый город, но перемещаться по нем на маршрутках неудобно. Дело в том, что по городу ходит всего одна маршрутка 7А и 7Б, и то они охватывают минимальный маршрут, который нужен. Сложно перемещаться. Особенно если вам нужно добраться, например, из самого отдаленного района, вот как сейчас я нахожусь в Ричтауне. И вот если из этого района вам нужно куда-то добраться, например, на железнодорожный вокзал в Ирпене, то на маршрутке это сделать сложно, потому что у маршруток очень плохое расписание, большие интервалы между маршрутами. Поэтому я решил протестировать самокаты. Можно ли как-нибудь быстро и недорого добраться до ЖД вокзала отсюда на самокате. У нас есть самокаты здесь, понятное дело, это арендованные самокаты, не свои. Компания называется C24. Я скачал приложение соответствующее, посмотрел их зеленые зоны, можно проехать, поэтому сейчас буду разблокировать вот этот вот самокат. Поеду к вокзалу и засеку время. Ну и цену вам расскажу тоже. Как видите, у меня здесь закреплена камера, на нее я буду снимать всю дорогу. И буду еще второй камерой, возможно, в бок что-нибудь снимать, чтобы вам было интереснее. Так, друзья, я запустил программку, через которую нужно разблокировать этот самокат. Вот сканируем QR-код. Опа. Отлично. Ну вот, все. 98% зарядки у этого самоката. Все, сейчас креплю сюда телефон и еду. Так, друзья, наконец-то я поехал. Целую минуту закреплял телефон на руле, для того, чтобы видеть, что снимает камера. И теперь вот только я могу трогаться. Сразу же чуть не упал. На самом деле очень непривычно. Сначала нужно приловчиться. Ну что, еду через парк Маму. Пока еду очень медленно, потому что нужно привыкнуть к самокату, не позбивать людей. В общем, мой путь сегодня лежит из района Синергии, вот из парка Мамы. Я хочу доехать до ЖД вокзала. Еду как-то очень неравномерно. Пока еще не освоился с этим видом транспорта. Очень странный вид транспорта. Но я так понял, что в принципе можно даже поскакать по бордюрчикам немножко. Вот сейчас я соскакиваю. Боюсь, только телефон мой грохнется. Вообще, конечно, придется ехать как автомобиль по автомобильным дорогам, потому что по тротуарам много людей ходит и брусчатка слишком тарахтит. Так, я забыл сказать, что для того, чтобы начать поездку, нужно закинуть денег сразу на приложение C24. Я прикинул приблизительно, сколько километров мне нужно будет проехать, и положил немножко больше, чем нужно. 150 гривен закинул. С учетом того, что разблокировка самоката стоит 9 гривен и каждая минута по 3 гривны. В общем, друзья, что-то меня как автомобилю стрёмно. Я, наверное, буду ехать как пешеход все-таки по тротуарам. Вау! Вот это да! Вот это да! Смотрите, у меня случилась непредвиденная пауза, друзья. Мы учтем это во времени, я вычту. У меня все-таки телефон отключился. Оторвался. А мне его нужно подсоединить, чтобы он работал. Я тут прикинул, если бы я мог ехать с максимальной скоростью, которую может развивать самокат, 25 км в час, то я мог бы доехать до вокзала за 10 минут всего лишь. И тогда мне поездка обошлась бы в 40 гривен. Но поскольку я еду гораздо медленнее, то скорее всего мне эта поездка обойдется в 2 раза дороже, если не больше. Так, пока я приловчился, вообще уже куча времени прошла. Так что будьте уверены, в первый раз вы не сможете сразу встать и ехать вот так вот ровно, красиво, как я сейчас еду.
Друзья, я специально поехал не самым коротким путем, чтобы проехать мимо университета фискальной службы. Тем более я поехал по дороге, которая нарисована на карте приложения самокатов как зеленая зона. То есть это правильный путь, на котором можно развивать максимальную скорость. Университет фискальной службы восстанавливается. Дело в том, что он был разрушен, и здесь очень много было повреждено корпусов, но я вижу, некоторые вещи уже отремонтированы, что-то сделано. Стоят леса, а вот видно впереди тоже что-то пытались сделать, но еще не доделали фасад. Так, друзья, здесь, по крайней мере, не ездят машины, тихие улочки. Проеду по брусчатке, немножко тормозит, ну, в смысле, тарахтит. Все-таки по тротуарам ездить более безопасно, чем по дороге. О, это я проехал через железку. Так, вот основной корпус. Даже приостановлюсь тут, наверное, чтобы показать вам, что здесь все еще он разрушенный. Друзья, остановился немножко для того, чтобы показать вам корпус нашего фискального университета. Главный корпус возле входа. Его еще не сделали. А в остальном же работы ведутся здесь. Вот у меня еще такая беда, смотрите, проблема. Я подключил камеру к телефону основную, и у меня все время перепрыгивает экран, я не могу смотреть, что я снимаю. В общем, есть какие-то у меня недоработки в этом плане, сейчас я буду настраивать это. Потеряю еще немножко времени. 5 minutes later. Ну что, зафиксировал камеру чуть лучше. Двигаюсь дальше по тротуару, по улице Университетской в сторону парка Незнайки. Это одна из основных магистральных дорог в Ирпене. Здесь много машин ездит. И здесь же ходит маршрутка на Киев. Как я уже говорил, с маршрутками в Ирпене не очень хорошо. На Киев ездят регулярно, а по самому Ирпеню не очень. Поэтому нужно искать какие-то альтернативные пути. Вот я пробую сейчас самокат. В принципе, на самокате, если на своем, можно даже использовать другие дороги без всяких зеленых зон. Но если бы мог каждый себе купить свой самокат, это было бы круто. А потом его куда девать, если ты едешь на электричку? Поэтому здесь как раз все дело в том, что нужно попробовать использовать самокат общественный, так сказать, который сдается в найм. Вот самый кайф, конечно, прокатиться по парку. Здесь специальные дорожки сделаны. Хотя и нужно быть осторожным для того, чтобы не сбить прохожих. Самокат резвый довольно. Вот, нужно притормаживать, когда с горки едешь, чтобы кого-нибудь не зацепить. И, кстати, становиться нужно на... Ну, как бы вот на эту площадку, на которой стоят ноги, нужно становиться не совсем сзади, иначе получается такой, может получиться такой момент, как у меня там сначала. У меня прям на дыбы стал самокат, то есть заднее колесо перевесило переднее, я нажал на газ и переднее колесо улетело вверх. Так, друзья, что я слишком быстро еду по парку Незнайки, аж опасно как-то, притормаживаю. Вау, смотрю, там коляска, с какой стороны объехать озерцо. Фух. Ну, по парку все-таки хорошо. Озерцо искусственное, оно постоянно высыхает, его подливают, видимо. Так, что же, ищем дальше дорожки, по которым можно проехать, потому что здесь
есть ступеньки вверх, по ступеньках на самокате не поедешь. О, парень чуть не убил меня самолетом. Так, жаль, я сразу не вижу, сколько минут я еду и сколько денег я потратил. Это я скажу вам в конце поездки. А сейчас просто моя задача проехать максимально безопасно, ни самому не упасть и никого здесь не повредить. Боже мой, представьте, эти маленькие колесики, они еще и по ямам скачут. Я думал, они не смогут соскакивать с бордюра. Это мой второй опыт езды на самокате. Честно говоря, первый раз я ездил на самокате Болт по набережной реки Днепр на Оболоне. И там был немножко другой самокат, он не был такой резвый, как этот. Этот очень резко набирает скорость. И из-за этого даже как бы опасно. Тот поплавнее был. И там камеру я не так закреплял, в руках держал, и мне было очень неудобно ехать. Важно держать руль двумя руками на самокате, потому что маленькие колесики попадают на какую-нибудь кочку и руль вправо-влево уносит запросто. Так, пропускаем автомобиль. Я как автомобилист, я понимаю правила дорожного движения, разбираюсь. Ну, самокат чем прикольный? Можно и по дороге ехать, да, соблюдая правила, а можно ехать по тротуарам аккуратненько, не сбивая пешеходов. Это классно. В общем, пока я еду, знаете, ирпенская, так сказать, велоинфраструктура, то есть вот это вот дорожки, она меня устраивает. То есть здесь можно на самокате ездить нормально, особенно вот на таких переходах, как у нас высокие есть переходы. Так, я резко выскочил на дорогу, так нельзя делать, причем не на переходе. Но я посмотрел направо-налево, все нормально. Так, нам навстречу мне едет какой-то автомобиль. Поэтому мне бы лучше переместиться на бордюрчик. Ой, вы знаете, на самом деле тяжелый очень самокат. Он сам по себе килограмм, наверное, 25 весит. И таскать его на себе нелегко. Так, друзья, уже совсем немного осталось до конечной точки моего сегодняшнего путешествия. Я еду на железнодорожный вокзал. Предположим, я еду с утра на работу, сел в районе Синергии для того, чтобы вместо маршрутки добраться до электрички. На электричку можно пересесть и быстро добраться в Киев. Все это для того, чтобы добраться в Киев, например. И стало быть, я уже мчу по самой красивой Ирпенской площади. Друзья, кто не был на Ирпенской центральной площади, тот не был в Ирпене. Поэтому я ее с удовольствием вам покажу. Сейчас вот я как раз по ней и мчу. Немножко дрожит мой самокат, потому что здесь брусчатка. Красота, небольшой ветер. Сегодня, кстати, тепло у нас уже, по-моему, 23 или 24 апреля, я уже сбился со счета. Цветут деревья во всю, зелень распускается, у каштанов листочки уже распустились. Вот сейчас буду проезжать мимо цветущих деревьев, возможно, это сакуры. Смотрите, какие красивые деревья здесь. О! Немножко попетлять по центральной площади. Покажу вам мэрию и памятник Шевченко. Не стоит же просто так вот сразу взять и остановить видео, сказать финал, я приехал. Вот я подъехал к мэрии, мэрия впереди. Сейчас сделаю круг почета вокруг памятнику Шевченко. Слышите шум поезда? Несется поезд, причем скоростной, мимо нашей железнодорожной станции. Это говорит о том, что я уже близок к своей цели. Мне осталось просто где-то припарковать этот самокат. Кстати, здесь есть еще, кроме зеленых и красных зон, которые разрешают, не разрешают ездить, есть еще синяя зона, за парковку, в которой вам вернут деньги за разблокировку. То есть гривен 15, я так понимаю, должно вернуться назад.
мне, если я оставлю самокат вот здесь, в синей зоне, и я вижу, там вот много стоит самокатов, как раз в том месте, видимо, это именно та зона, в которой выгодно оставлять самокат. Смотрите, вот. Здесь такие же, как я, оставили свой самокат. Все, друзья, сейчас отключаюсь. Вот я включил программку. Видите, на карте видно синюю зону. Я в этой зоне сейчас стою. И мне нужно как-то теперь выключить, закончить. Зупинити. О, все. Закінчити. Зробити фото. Ну давайте сделаем. Фото самоката просят сделать. На память, наверное. Вот так. Вот так вот мы его сфоткаем. Ой, я вам не показал. Вот так я его сфоткал, друзья. Все, теперь как бы галочка есть. Что? Готово. Проезд завершено. Увага, вам нараховано кэшбэк в размере 9 гривен. Мне насчитано за то, что я поставил в синей зоне. И теперь хотелось бы посмотреть результаты своей поездки. Так, смотрите, друзья, у меня было на балансе 150 гривен, а сейчас осталось 60 гривен. То есть 90 гривен я потратил на 3-километровую поездку от района Синергии сюда до ЖД вокзала. Ну, кстати, вот он, ЖД вокзал, сразу его вам покажу. Серенькое здание, одно из самых старых зданий в Ирпене. И что я вам скажу? Ну, в принципе, если приловчиться, приспособиться не так, как я, сразу сесть и поехать, то вы можете еще дешевле проехать, чем за 90 этот путь. И сосчиталось меня 98 гривен за 31 минуту пути. Но я должен сказать, что я мешкал очень сильно. Там поначалу у меня не получалось закрепить камеру, закрепить на руле телефон. Поэтому я думаю, что я потерял минут, ну так, от 3 до 5, пока я приловчился, пока я поехал дальше. Поэтому, если бы вы ехали вот прямо без съемки сразу, стали бы и поехали на нормальной скорости, то у вас бы вышло меньше минут однозначно, и вы бы смогли меньше денег заплатить. 80 гривен это цена такси. Совершенно недавно, позавчера ехал на такси почти по этому же маршруту, немножко дальше за железную дорогу, за переезд. И с меня взяли 80 гривен. Такси Болт. Так что скажу, что вот такая поездка на самокате это не дешево совсем. Это на уровне такси. Но есть праздничные дни. Например, на Пасху мой друг пытался на такси тоже вот проехать подобным образом из одного района в другой. То таксисты выставляли цену в 300 гривен за поездку по Ирпеню. Представляете? Каска прикольная у парня. Ну, в общем, я думаю, в сравнении с тем, что поездка на маршрутке стоит 15 гривен, то цена 80 или 90 или 100 гривен, вот как я заплатил, то это дорого для того, чтобы добираться до электрички. Наверное, нужно покупать либо свой самокат и возить его все время с собой, либо же все-таки наша власть должна опустить еще какую-нибудь маршрутку прямую, чтобы людям было удобно добираться до ЖД вокзала оттуда, с крайних частей Ирпеня. Но как путешествие, как приключение на самокате, это даже очень интересно, я вам скажу. В некоторой степени захватывающе. Можно быстро набрать скорость. Особенно приятно кататься по парку, конечно. Там, где нету машины, там, где специальные дорожки. В принципе, это все задумано ради развлечения. Вот Ирпенский вокзал. Эти самокаты не должны использоваться как такси. Ну, то есть могут, но не задуманы так. Поэтому я делаю вывод, что ежедневно вы пользоваться ими не будете для того, чтобы приезжать сюда на железную дорогу, пересаживаться на электричку и ехать в Киев. Это будет очень дорого, потому что даже до Киева доехать
стоит 15 гривен на электричке. А 80 это уже, я вам скажу, ну, слишком. Поэтому, если хотите, друзья, катайтесь просто на здоровье. А я все, отправляюсь домой, буду монтировать это видео для вас. Спасибо всем за просмотры. Спасибо, что досматриваете мои видео до конца. Желаю всем мира, чтобы он как можно быстрее наступил. И встретимся в следующих видео. Пока.